Всем привет! Рад всех приветствовать на своем канале. И сегодня с вами готовим шедевр кулинарии. Готовим, назвал я это блюдо, оладья пицца. Никто не останется равнодушен перед этим рецептом и никто не устоит. Будут расходиться как горячие пирожки, так что не пропускайте, не перематывайте, лайкуйте, подписывайтесь и погнали готовить прекрасное воплощение кулинарии. Все делается максимально просто и быстро. Берем тару. Нам понадобится 6 яиц. Разбиваем в миску и желтки, и белки. На 6 яиц мы добавляем 6 столовых ложек муки. Щепотка соли. Пол чайной ложки соды. Это будет служить у нас как разрыхлитель. И теперь все перемешиваем до однородной массы. После того, как мы чуть-чуть подвзбили, добавляем 3 или 4 ложки сметаны. У меня 10%, вы можете использовать любую другую. Это мы сейчас тем самым чуть разжадим наше тесто. И дальше продолжаем взбивать до однородной массы. Если у вас получается жидковатая основа, в конце мы всегда можем подправить все это дело мукой, друзья. Примерно вот такая масса у вас должна получиться. Отставляем нашу массу, но только не очень далеко, сейчас она нам понадобится. Берем помидор и режем его на мелкий кубик. Этот помидор забрасываем в нашу массу. Мы делаем ту же самую пиццу, только в одном лице. У нас это тесто и сразу начинка. Следующий ингредиент у нас колбаса. Теперь в ход пускаем колбасу. Также нарезаем, как помидоры, стараемся мелким кубиком. А так, если не умеете, то режьте как умеете. Накруглены, потом на полоски, на мелкий кубик. Колбасу только надо брать самую-самую любимую и самую-самую вкусную, которую только вы любите. Не берите дешманскую колбасу, если она вам не нравится. И берем колбасу и закидываем к нашим помидорам. Далее натираем сыр на крупной терке. И добавляем его тоже в нашу массу. Кстати, сыром можно контролировать густоту. То есть, если не очень густо, то мы добавим еще сыра. И заключительный штрих у нас зелень. Любая зелень, которая вам нравится. Главное помельче. Можно использовать укроп, петрушку, даже кинзу. Любая зелень, которая вам только нравится, друзья. Ну, кинзу, конечно, я бы не советовал, но укроп с петрушкой можно. Также можно лук зеленый. И нашу зелень мы добавляем вот сюда. Теперь все перемешиваем до однородной массы, и у нас получается вот такая вот консистенция. Смотрите, густая, красивая, хорошая, наверное, вкусная. И теперь нам это надо все дело пережарить. Теперь ставим сковородку, разогреваем ее, только не очень прям сильно. Теперь смотрите, что делаем. Берем нашу смесь, берем ложечку и как дранички мы ее вот так вот кладем. И так по ложечке кладем по всей сковородке. Сильно тоненькие их не делаем, а то они у нас не прожарятся. Как только вот здесь, видите, начинало темнеть, сразу переворачиваем, а то будет гореть. Раз, лучше еще раз потом эти оладушки наши, пицца, еще раз перевернуть и поджарить, если мало прожарится. И так аккуратненько мы их, помогая руками, перекидываем. Смотрите, как у нас получается очень даже красиво. Они у нас румяные, хорошие. Красота. Вот такую огромную тарелку нам удалось сегодня приготовить. И давайте-ка попробуем, что у нас получилось. Есть мы будем руками, ни вилкой, ни ножом, ничем подобным. Пробуем. Холодный, кстати, вкуснее. Я пока жарил, весь слюнями обошелся, если честно.
очень-очень-очень вкусно, друзья. 100 пудов они будут улетать, как горячие пирожки. Это как вечером погрызть семечки перед телевизором, одно и то же. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы видеть следующие вкусные ролики. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Грызть семечки перед телевизором.